Давайте, друзья, теперь поговорим о декомпозированных данных, то есть более подробно разберемся по классам, что происходило с рынком жилой недвижимости. Перед вами карта города Харькова в разрезе административных районов. Это класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости. Мы видим, что наибольший, то есть это единственный класс или один из немногих, который продолжает на протяжении уже больше года, да, показывать нам динамику роста. С чем это связано? Ну, честно, точно не знаю, но предположение есть. Наверное, если будет время, в конце видео об этом расскажу. Так вот, друзья, что бросается в глаза? Что наибольше всего подорожала жилая недвижимость в Основнянском районе плюс 0,37%, и в индустриальном районе плюс 0,37%. Показываю указочкой. Меньше всего подорожала недвижимость, мы видим в Шевченковском районе плюс 0,29%. Период сравнения, напомню вам, февраль-март 2026 год. Ну, в абсолютных цифрах вы можете сами прочитать. Переходим к следующему слайду. Этот слайд, друзья, традиционно говорю, появился благодаря вам, моим подписчикам, кто смотрит мой видеоканал. Обязательно подпишитесь, друзья, потому что меня смотрит больше людей, чем подписано. Так вот, мы будем говорить о том, что произошло с рынком жилой недвижимости города Харькова на протяжении всего периода времени, ну, в котором идет война. Да? То есть мы сейчас разберемся очень подробно, что же произошло с недвижимостью не за месяц, не за год, а за 4 года и там 2 месяца, 3 месяца войны, да, первый квартал уже. Так вот, давайте на примере класс социальное жилье я проговорю то, что нарисовано на данном графике рисунке. Это уникальный контент, поверьте мне, никто в Украине не делает ничего подобного в плане исследования рынка недвижимости. Поэтому давайте разбираться. Вспомнили, что 2022 год, в феврале началась война. Здесь у нас поквартальное исследование. Естественно, мы говорим о первом квартале. Это март 2022 год. Социальное жилье стоило $682 за квадратный метр. Также мы, друзья, видим, что на протяжении первого года снижение было, в общем-то, ну, незначительно, порядка там 10, наверное, 9%. Рэперные точки есть, можете посмотреть. Второй год войны стоимость, в общем-то, незначительно также снижалась. И это было связано, даже было где-то ну, вот такое впечатление, что вот здесь, видите, плата, некая плата, то есть когда стоимость квадратного метра снижалась, но очень прям незначительно. Это было связано, скорее всего, вот с этим контрнаступлением харьковским, да, вы помните, Российская Федерация отвела войска с Сумской, Черниговской и Харьковской области. Ну, и вот в это время недвижимость, так сказать, не сильно дешевела. Почему? Потому что люди все-таки надеялись, что война закончится. Третий год войны мы увидели значительное снижение, порядка там 13%. Вот показываю так указочкой. Рэперные точки есть, можете пересчитать сами. А вот что произошло в четвертый год войны, буквально с первого квартала мы увидели, стоимость квадратного метра начала расти и растет по сегодняшний день, ну, данного класса рынка недвижимости. То есть с чем это связано? Ну, друзья, скорее всего, я предполагаю, всего лишь предполагаю, что ну, я точно знаю, что макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики, точно влияют на состояние рынка недвижимости. Но я также знаю, что это внутренние факторы, которые влияют на развитие и состояние рынка недвижимости. Также есть внешние факторы, которые влияют. А внешние факторы, вот это бла-бла-бла, которые у нас, ну, у нас же карнавальное общество, люди любят смотреть, там, я не знаю, 95-й квартал и подобные всякие разные ток-шоу, да, где их веселят, да, им нравится. Но вот во что это превращается, мы уже почувствовали на своей, так сказать, заднице. Так вот, смотрите, скорее всего, я предполагаю, что еще один шоумен, вспомните, да, Дональд Федорович Трамп,
который пришел в большую политику второй раз, то есть крупный геополитический игрок, представляет Соединенные Штаты Америки. И он говорил, что я закончу войну за один день, потом за месяц, ну там наговорил еще 30 бочек арестантов. То есть я так предполагаю, что вот этот внешний статистический шум, он повлиял на людей, которые продавали. Мы сейчас говорим о продавцах. Понятно, что покупатель хочет купить дешевле, а продавец хочет продать дороже. И поэтому именно с этим связана стоимость квадратного метра. Люди, продавцы, понимая, что крупный, так сказать, ой, извините, крупный геополитический игрок в лице целого президента Соединенных Штатов Америки говорит, что война закончится, они предполагают, что да, действительно, это возможно закончится, и во время войны продавать себе дороже, так называется, ну, продать дешевле называется. Поэтому мы или поднимем стоимость квадратного метра, потому что после войны, естественно, рынок недвижимости будет находиться в более, так сказать, оживленном состоянии. Но я предполагаю, что именно с этим связан рост на протяжении уже больше года. И по этому классу жилья, это класс социальное жилье в городе Харькове. Но если, подводя итоги, что произошло за 4 года и там 3 месяца, да, войны, то мы, вот внизу табличка есть, видим реперные точки. 682 это у нас март 2022 год, и март 2026 год 590, снижение на 13,49%. То есть 13,5% за период войны подешевела жилая недвижимость, класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется на территории Украины. Ну, надеюсь, я ответил моим друзьям, которые смотрят меня, что же произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении всего периода войны. Дальше, друзья, поговорим с вами о аренде. Это очень быстро пройдемся, буквально, так сказать, аренда, класс социальное жилье. За это поквартальные исследования, мы говорим о долгосрочной аренде. Обращаю внимание, вот внизу здесь есть, видите, такая строка «Харьков. Средняя аренда». Сюда входит одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Давайте посмотрим просто вот на процентном соотношении за квартал, за последний квартал, сравнивая декабрь 2025 год с первым кварталом 2026 года, мы видим рост плюс 1,33% аренды. Много это или мало? Я вам свои, так сказать, соображения на это расскажу, об этом будем обсуждать в конце видео. Следующий слайд. Давайте тоже очень быстро пройдемся. Эконом-комфорт бизнес-класс. Это у нас стоимостные показатели. Естественно, мы говорим о вторичном сейчас рынке. Видим, что снижение минус 0,14% за месяц. Также можете остановить слайд и посмотреть в абсолютных цифрах по админ-районам, что происходило, и снижение по админ-районам в процентном соотношении. Следующий сегмент рынка недвижимости – это первичный рынок, квартиры элитного, эконом-класса, я прошу прощения. Это самое недорогое жилье на первичном рынке, снижение минус 0,18%. В абсолютных цифрах можете смотреть, можете увидеть это все еще и в процентном соотношении, что произошло за месяц. Следующий слайд – это первичный рынок комфорт бизнес-класс. Здесь мы увидели динамику роста плюс 0,22% за один месяц. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра данных классов на рынке жилой недвижимости города Харькова, ну и также в процентном соотношении динамику роста по административным районам. Следующий слайд, это последний слайд, будем говорить о рынке жилой недвижимости элитный класс. Это первичный рынок. Квартиры элитного класса строятся только в Шевченковском и Киевском районе. Ну, Шевченковский – это центральная часть, и Киевский тоже. Так вот, мы даже видим по стоимости, как они сильно отличаются одного и того же класса в зависимости от локации. Но в целом по городу Харькову снижение видим 0,14% за месяц.